Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я к вам пришла с очень желанной, востребованной моделью. Модель очень интересная, довольно удобно и гармонично смотрится, будет уместно в гардеробе любой женщины на любой возраст и любой размер. Сегодня мы будем с вами рассматривать размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Мы, как всегда, нас ждет выбор пряжи, выбор спиц. Мы свяжем образец, сделаем расчет плотности, и затем у нас попетельная будет разбор, сколько петель набираем, сколько, как приходится на вырез горловины, на проймы и так далее. И мы с вами, конечно же, составляем инструкцию, которую я выкладываю под видео, девочки, для вашего удобства. Вот, модель довольно интересная, я приближаю узор. Во-первых, мне очень нравится сочетание вот этой блузы, да, этой рубашечки, такой белой с рюшечками, весьма элегантно смотрится. Такой, знаете, нестандартный подход, который просто импонирует мне. Лично я бы воспользовалась идеей дизайнера, и вот это сочетание черный низ, да, и вот этот светлый верх, такой женственный образ нам нарисовал дизайнер, очень-очень стильно смотрится. Я думаю, что среди моих подписчиц найдутся женщины, девушки, которые по достоинству оценят такое сочетание и, возможно, воспользуются идеей, чтобы повторить это. Рюшечки, конечно, смотрятся весьма-весьма интересно. Знаете, не часто встретишь такое олицетворение женственности, который нам нарисовал. Все сейчас, даже вот это вот такой спущенный рукав и абсолютно не портит модель, да, то есть все в меру, да, ширина в меру, вырез горловины такой довольно большой, на фоне этой рубашечки шикарно смотрится, вот, несложный узор, то есть все говорит в пользу того, чтобы воспользоваться моим описанием и связать эту интересную дизайнерскую вещь. Итак, мои хорошие, приступаем с вами к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alizé Lana Gold Fine из серии Classic. Это 49% шерсть, остальное акрил. Цвет у нас используется. Что тут видно? Я тоже не вижу, очень мелко. 100 грамм 390 метров у нас. И это турецкого производства пряжа. Очень хорошая для вязания. Мне она нравится. Ниточка хорошо скручена, очень экономная, бюджетная, качество хорошее, как видите, полотно ровненькое такое, вяжется, смотрите, ниточка такая тоненькая, да, спицы я использую 3,5, и вот так выглядят у нас наши листики. Очень распространенный узор, не менее, он не теряет своей актуальности с годами, очень красиво смотрится в изделии, так, знаете, прям живописно, да, и вяжется просто и легко. Любая начинающая девочка вполне свяжет такую красоту ажурную. Еще я хочу сказать, что весь этот ажур не слишком такой он ажурный, да, то есть не слишком такой будет как бы просвечиваться, да. Кто на этот счет, если заморачивается, имейте в виду, что узорчик будет такой средней степени просвечиваемости, я бы так сказала. Так, ну давайте посмотрим схемочку. Вот так выглядит наша с вами схема узора. Значит, 19 петель у нас ширина мотива и 24 ряда высота
мотива. Условные обозначения очень простые. Пустая клеточка – это у нас лицевая петля. Вот эти черточки такие, вот галочки, скажем так, это у нас 3 вместе лицевой с наклоном вправо, и это зеркально 3 вместе с наклоном влево. И, в общем-то, вот эти кружочки, как всегда, накид, да? Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Мы с вами сегодня свяжем этот образец. Я думаю, вопросов у вас лишних не будет. Все очень предельно понятно вяжется. Далее у нас с вами есть выкройка. Давайте ее тоже посмотрим. В сегодняшнем будет видеопроекте участвовать. Здесь не поставлены размеры. У нас будет такая импровизированная квадратная пройма. Но ее можно, конечно, пренебречь и не делать. Но мне показалось уместным избавиться от некоторых лишних петелек, чтобы не так сильно спускалось плечо, да. То есть вы можете сделать вообще классический вариант, как бы с закатом рукавчик, да, и здесь с такой проймой, как мы обычно привыкли закругленное делать. Это все, девочки, конструктивно решается по вашему желанию, да. А мы сегодня будем вот этот простейший вариант рассматривать, в принципе, и в итоге у нас получится вот такое описание, которое я всегда составляю и выкладываю под видео. Описание у нас идет на размеры 42-44, 46-48, 50-52. Это российские размеры, ну и внизу написаны размеры европейские. Так, и мы сегодня с вами все это вот разберем, откуда взялись эти петельки, да, почему именно столько, как я считала эти петельки, как я считала петли на вырез горловины, что такое вертикальная плотность. Все сегодня детально я рассказываю в расчетной части после того, как мы свяжем с вами образец узора. Для вязания образца я набрала 42 петли. У нас 2 раппорта в ширину по 19 петель. 2 изнаночные для симметрии крайне левые и 2 кромочные. В сумме это 42 петли. Вы можете, конечно, вязать один раппорт, девочки, тогда вам понадобится 19 плюс 2 петли для симметрии плюс 2 кромочные. Вот такое количество. Я буду показывать 2 раппорта, вяжем первый ряд. Кромочную сняли, 2 изнаночные. Затем вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Затем 3 петли вяжем вместе с наклоном вправо. Я меняю петельки местами. 2 у меня за работой, 3 накидываю поверх них и вяжу. Поскольку я вяжу бабушкины петельки, я это делаю таким образом. Если вы вяжете классику, то вам проще. Связали 3 вместе одной лицевой, делаем накид, лицевая, накид, раппорт связан. Вяжем второй раппорт. 2 изнаночные, также, да, 13 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 вместе одной лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид. И для симметрии 2 изнаночные вяжем. Кромочные тоже изнаночные. Связали, переворачиваем и вяжем второй ряд, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Ну, у нас здесь, собственно, очень все легко, да, то есть у нас сам ажурная часть узора вяжется изнаночными, а между раппортами вяжутся вот такие 2 изнаночные. Но с изнаночной стороны они лицевые. Вяжем самостоятельно. Вяжем 3 ряд. Буду показывать только один раппорт, второй также вяжется. 2 изнаночные, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо.
2 петельки за работой, 3 поверх них накидывается, вяжем все 3 вместе одной лицевой. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Связан раппорт узора. Точно так же повторяем второй раппорт. Вяжем 5 ряд. Первые 2 изнаночные, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Раппорт связан. Точно такой же раппорт повторяем. 7 ряд вяжем. Кромочная, 2 изнаночные, далее 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связан, повторяем раппорт. Вяжем 9 ряд следующим образом. Кромочная, 2 изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо. Затем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид, снова 4 лицевые. Раппорт связан. Повторяем раппорт. Вяжем 11 ряд. Следующим образом. 2 изнаночные, 3 лицевые, 3 вместе одной лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид и снова 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. Повторяем раппорт. Вяжем 13 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 3 вместе одной лицевой с наклоном влево, девочки, теперь влево. И остальные петли до конца ряда вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевых. Продолжаем второй раппорт вязать. Также вяжем 15 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе одной лицевой с наклоном влево. И остальные петли лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Связан раппорт полностью. Повторяем такой же раппорт. Вяжем 17 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, далее вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе одной лицевой с наклоном влево. И остальные петли 9 это лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раппорт связан.
Повторяем раппорт. Девочки, 19 ряд вяжем следующим образом. Показываю раппорт. 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 3 вместе одной лицевой с наклоном влево и лицевые петли до конца раппорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раппорт связан. Повторяем второй раппорт. 21 ряд вяжем. 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе одной лицевой с наклоном влево. И остались 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Раппорт связан. И далее повторяем второй раппорт. 23 ряд вяжем. 2 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая, накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе одной лицевой с наклоном влево. И осталось 3 лицевые. Раппорт связан. Повторяем раппорт. Так, раппорт полностью связан. И для повтора раппорта начинаем по схеме с первого ряда снова. Вот и все. Ничего сложного. 24 ряда выполняем высоту. Я сейчас продолжу вязать этот раппорт еще высоту. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш образец горячим паром и вытягиваем его. Давайте его аккуратненько вытянем в разные стороны, девочки, и по ширине, и по высоте. На крайние петли надо обратить внимание. Обратите внимание, я выпрямляю горячим паром, я не касаюсь утюга, но вот на крайние петли я сделала исключение, чтобы их выпрямить, надо все-таки отутюжить эти края, потому что здесь изнаночные, и они у нас, в принципе, их надо выровнять. Так, все, вот у нас вся наша красота выпрямилась, стала очень красивая. Так, давайте пусть сохнет листик наш. Для расчета плотности наш образец полностью высох, вот так он хорошо выглядит. Мы возьмем простую линеечку и ширину измеряем полотна. Так, у меня 19,5 сантиметров, мы набирали 42 петли, да? Давайте 42 разделим на 19,5. Плотность получилась 2,15. Эту плотность обязательно надо записать, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 2,15 петель. Так, дальше. По вертикали также мы с вами прикладываем линейку, измеряем высоту образца. Это 18 сантиметров. Ну, конечно, здесь неровный край, такой волнистый, да? Но все равно пусть будет 18 сантиметров, средний такой показатель. Замеряла я не крайние точки, а вот здесь посередине. Так, и, значит, считаем, сколько рядов. Итак, в моем образце 41 ряд мы делим на 18 сантиметров и получаю я плотность 2, давайте округляем, 3 десятых. Запишем в 1 сантиметре 2,3 ряда.
С этими цифрами сейчас мы будем делать расчеты. Так, для расчетов мы будем использовать с вами вот эту выкройку, девочки. У нас будут с вами использоваться сегодня размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это российские размеры. Для того, чтобы посчитать количество петель, я ширину в первый размер 48 сантиметров умножаю на нашу плотность, которую мы с вами посчитали. В 1 сантиметре 2,15 петель. Это горизонтальная плотность. И получаю количество петель. У меня 103 петли. Для второго размера я взяла ширину спинки переда 55 сантиметров, умножила также на плотность 2,15, получилось 118 петель. Для третьего размера ширина у меня 59 сантиметров, и это 124 петли. Я сделала небольшую, совсем небольшую пройму, девочки. Значит, 4. Вот для второго размера, скорее всего, надо сделать 0 и 6. Вот такая у меня получилась пройма. Сейчас поясню, почему для второго размера 0. Начинаем мы все детали вязать снизу вверх, с резинки. У нас планочка резиночкой будет для спинки переда 6 сантиметров. Вяжите любой резиночкой 1 на 1, 2 на 2, все, что вам по вкусу. И вяжете эту резиночку, затем переходим на вязание ажурного узора, располагаем петли следующим образом. Раппорт узора у нас 19 петель, да? Плюс мы 2 петли с вами, когда вязали образец, брали для симметрии, крайне левые. Для того, чтобы красиво и симметрично 103 петли расположить, я, значит, сделала следующим образом. У меня 5 целых раппортов по 19 петель, 2 петли у меня были для симметрии. И еще я по 2 изнаночные справа-слева добавила. То есть получается, что мы начинаем, девочки, если вы помните, у нас раппорт идет с 2 изнаночных, да? То есть получается, что у нас идет с вами, ну, здесь 4 изнаночные справа и здесь 4 изнаночные. И вот эти вот красивые наши листья получаются, симметрично располагаются. Для второго размера у меня 6 раппортов по 19 петель, 2 петли изнаночные для симметрии и кромочные, соответственно. В сумме это 118 петель. Для третьего размера у меня опять 6 раппортов по 19 петель, но так же как в первом размере я добавила по 2 изнаночные справа и 2 изнаночные слева. Так, и в итоге у меня получилось вот такой расклад. Здесь у нас 2 изнаночные, 6 раппортов подряд, и завершается все как 4 изнаночные, кромочные соответственно. Вот такое расположение узоров. То есть здесь 5 раппортов, здесь 6 и 6 по размерам получается. Такая вот чисто импровизированная пройма на 4 петлях для первого размера у меня за счет вот этих первых 4 изнаночных. А затем идет у нас узор без этих изнаночных. То есть наша ажурная часть узора без изменений очень легко и хорошо получается, вяжется. Да? Эти 2 изнаночные, они включаются как бы в сам смысл узора, да? Они у нас просто как разделительные идут между вот этими красивыми ажурными мотивами, да? Поэтому мы можем пожертвовать 4 изнаночных здесь, 4 изнаночных здесь. А вот для второго размера у нас такой возможности нет. Здесь у нас идут 2 изнаночные и здесь 2 изнаночные. Вы можете пожертвовать этими 2 изнаночными, но они никакой роли существенной не играют. Поэтому здесь можно не 0, а 2 написать, да? То есть с 2 сторон по 2 петли. Так. И здесь у нас для нашего третьего размера, у нас с вами, мы также можем с вами пожертвовать 4 изнаночные. То есть у нас тоже самое, эти 4 изнаночные есть. Вот такая вот история. Значит, после того, как мы закроем такую импровизированную пройму, избавимся от этих изнаночных по бокам, мы вяжем пройму
у меня высота проймы первого размера 20, второй 21 сантиметр, третий 22 сантиметра. Все вот эти моменты, на какой высоте, например, мы будем закрывать эти петли, у меня будут под видео в инструкции, подробно я там пишу. Каждый размер это 33 сантиметра на все размеры, при длине изделия 59, 60, 61 сантиметр. Это по размерам. Вот, 33 сантиметра получается для всех размеров от планки идет до проймы. И я сразу ставлю знак равенства, это равенство для рядов. 33 сантиметра умножить на плотность по вертикали, 2,3 мы считали, и получаем ряды. У меня получилось 76 рядов. Для чего мы эту плотность считаем по вертикали? После стирки любое изделие вытягивается и становится длинным. Значительно длинным, чем мы хотели бы, да? Чтобы этого избежать, пожалуйста, посчитайте предварительно коэффициент плотности по вертикали и примените его. Когда вяжете, измеряйте, пожалуйста, считайте ряды, девочки. Не надо ничего сантиметром прикладывать и мерить. Это неправильно, вы можете сильно ошибаться. Так, и по спинке мы закрываем на определенной высоте, какой высоте тоже указываю в своем описании. Значит, петли на одной высоте, все сюда и плечи, и вырез горловины. И у меня на вырез горловины пришлось 45, 46, 48 петель, в зависимости от размера. Считала я следующим образом, предположим, 20 сантиметров, это средняя такая, я 21 взяла. Я посмотрела на оригинале, очень такой широкий вырез идет, да, 21 сантиметр. Ширину мы выреза умножаем на 2,15, это плотность по горизонтали, и получаем 45 петель. Ну и для других размеров я чуть больше взяла, 46 и 48. Почему взяла четные? Потому что у нас для первого размера используется нечетное количество петель в наборе, а для других двух четные. И чтобы у нас на плечи пришлось одинаковое число, надо брать и по вырезу горловины также, из этого исходить. 45, 46, 48. Все, что осталось, это петли плеч. В нашем случае это первый размер 25 петель, второй 4 и 34, и третий тоже 34 петли. Все, в принципе, для выреза по переду на определенной также высоте, которую я пишу в своем описании в инструкции, вот, мы будем, высоту я планирую 6,5. Мы будем делать закрытие средних петель, а затем будем скруглять. Как это красиво и правильно сделать, я тоже озвучиваю в описании под видео. Моя сейчас задача кратко и бегло вам пояснить вот эти петли, откуда я их беру. Так, теперь к рукавчику переходим. Для планки набираем 43, 45, 47 петель. На спице номер 3 везде я рекомендую спицы на полразмера меньше брать, чтобы резиночка была потуже, да? Вы можете этого игнорировать и, в общем-то, брать 3,5, как узор вяжем. Затем в последнем изнаночном ряду планки мы равномерно должны прибавить количество петель до 61 на все размеры и перейти на вязание узора. Узор у нас вяжется следующим образом: располагаются 3 раппорта подряд, 2 изнаночные для симметрии, кромочная, кромочная. В сумме 61 петля. Так, и вяжем сразу скос. Формируем прибавки равномерные с двух сторон. Значит, для первого размера у меня получилось 12, 14 и третий размер 16 петель. Вот, как считала, смотрите, самая широкая часть рукавчика нашего рукава. У меня получилось первый размер 85, второй 89, третий 93 петли. Опять как считала, смотрите, пройма 20 сантиметров первый размер, значит здесь будет 40 сантиметров самая широкая часть. Вот 40 мы умножаем с вами
на нашу плотность по горизонтали 2,15. И получается 85. Я брала тоже нечетное число, чтобы нам потом можно было вычесть из нечетного числа вот эти вот петли 61 число, да? Чтобы у нас равномерно по скосу также могли распределиться равное количество петель. 85 отнять 61 будет 24. И мы 24 делим на 2, на каждый скос приходится по 12 петель. Все прибавки надо делать через равные расстояния, чтобы это было красиво. Как это посчитать? Как посчитать этот скос? Смотрите, берете высоту скоса. В моем случае это 36,5 сантиметров. Если общая длина рукава 46,5, эта мерка очень индивидуальная, будьте внимательны, обязательно четко определите, какая длина будет рукава у вас. Вот, планка у нас нижняя 10 сантиметров, ну и, соответственно, все, что осталось для узора, это минус 10, 36,5. Умножаем также на вертикальную плотность 2,3 и получаем число 84 ряда. Будем вязать рукав на высоту 84 ряда. 84 ряда надо разделить на это число 12. Сколько петель будем прибавлять по этому скосу? То есть высоту скоса в рядах 84 разделить на количество петель, которые надо прибавить, 12, будет число 7. В каждом седьмом ряду мы делаем прибавку. Справа и слева. И так 12 раз подряд. Тут также у меня получилось 14 и 16 для двух других размеров. Также я посчитала, в описании есть подробно, через какое расстояние делаются прибавки для других размеров. Вот, собственно, и все вкратце, девочки. Все, что я хотела вам пояснить. Надеюсь, доступно и понятно у меня все получилось. А все, что вы не поняли, пожалуйста, читайте в инструкции. Там последовательность ваших действий очень четко определена и изложена. Я желаю вам удачи, до новых встреч!